Dzień dobry wszystkim! Сегодня мы с Ясей вышли на прогулку, и, как обычно, я хотела заснять видео. Меня часто спрашивают, какие есть особенности в адаптации в Польше. Сегодня я хочу немного рассказать о адаптации в Польше и почему я считаю, что адаптироваться в Польше довольно трудно. Вы, наверное, будете в шоке, но я считаю, что адаптация действительно здесь очень трудна. Для этого есть множество факторов, которые мешают спокойно адаптироваться в Польше и привыкать к польской среде. Сегодня мы поговорим о них. Трудности в адаптации начинаются с самого начала, потому что когда ты приезжаешь в Польшу, здесь очень много русскоязычных. Я сейчас не обманываю. В Польше действительно очень много русскоязычных, и поэтому, когда ты выходишь на улицу, ты даже не сразу понимаешь, что ты в Польше. Я была во Вроцлаве, и во Вроцлаве ситуация прям очень отличается, потому что там везде слышен русский разговор на русском языке, поэтому там я очень мало слышала польской речи. В основном это было вечером на старой рыночной площади, а так в течение дня, гуляя по улицам, я очень мало этого замечала. Очень часто, гуляя по городу, можно встретить вывески, названия магазинов, поликлиник на русском языке. Допустим, стоматология будет написана на русском языке, хотя мы находимся в Польше, и я этого действительно не понимаю, почему так. Там магазин и название на русском языке, либо же описание товаров на русском языке. Мне это действительно очень трудно понять, потому что мы находимся в Польше, а очень много всего на русском языке, поэтому адаптация усложняется. Также все довольно часто усложняется тем, что, приходя в какое-то общественное место, допустим, на детскую площадку игровую, в плац забав, который в торговом центре, еще где-то, ты встретишь очень много людей русскоязычных, и поэтому тебе польским языком приходится пользоваться довольно скромно. Недавно мы пришли в стоматологию, и даже в стоматологии мне предложили анкету заполнить на русском языке, либо украинском, либо польском на выбор, хотя я показала, что у меня есть карта поляка, разговаривала по-польски, но мне все равно предложили эту анкету. Даже странно такое слышать, тем более я показала, что у меня есть карта поляка, как бы я прекрасно понимаю по-польски, мне могли бы просто дать анкету по-польски, но меня все равно спросили, на каком языке я хочу заполнить анкету. И вот такие вот маленькие моменты, а их довольно много, они очень мешают хорошей адаптации в Польше, особенно с языком. Мне кажется, Польша больше адаптируется под русскоязычных. Также недавно я пришла устраиваться на учебу в Польше, и там тоже были русскоязычные учителя, преподаватели, и поэтому я надеюсь, я специально еще уточнила, говорю, обучение будет точно на польском языке. Мне сказали, что точно на польском, еще будет английский язык, но я просто хочу полностью погрузиться хотя бы где-то в польскую среду, чтобы с языком как бы больше практики. Это довольно хорошо для адаптации, будем говорить открыто, когда ты больше разговариваешь, говоришь на польском языке. Когда мы приходим в магазин, мы также встретим кассиров, работников магазина, которые разговаривают на русском языке. Поэтому проблем в магазинах тоже нету. Мы можем найти врача в Польше, который разговаривает на русском языке. Мы можем пойти в кружок, который полностью на русском языке и в котором полностью русскоязычные дети. И таких аспектов довольно много, и мне кажется, что они довольно сильно затрудняют адаптацию в Польше, потому что в Польше нужно подстраиваться под жизнь в Польше, под условия Польши. Но это все, вот эти вот все аспекты, которые я перечисляла, они довольно сильно мешают этому, потому что я, когда выхожу из дома, я надеюсь, что сегодня я буду использовать польский язык. Но дело в том, что везде чувствуют мой акцент и со мной начинают переходить на русский. Как это все мешает адаптироваться моей дочери, это тоже еще
та проблема, потому что на детских площадках везде есть русскоязычные дети, с которыми Яся играет. Мы как бы ходили в садик в Польше, сейчас лето, уже все, но до этого мы ходили в садик в Польше, и в этом садике была такая ситуация, что нас определили в группу, Ясю, определили в группу, и в этой группе было всего лишь 5 человек поляков. 5 детей поляков, а все остальные были русскоязычные из Украины, Беларуси, России, там, множество, как бы из Грузии, множество стран было, все понимали на русском языке, и поэтому как бы в детском саду Яся пользовалась русским. Сейчас мы идем в школу, и я очень переживаю, что в школе Ясю определят в класс, где будет очень много русскоязычных, потому что я бы очень хотела, так как Яся тоже частично полька, и я бы хотела, чтобы Яся выучила польский язык, разговаривала без акцента, но я просто представляю, если нас опять определят в класс, в котором половина детей русскоязычных, то это будет сделать очень проблематично, потому что в школе, получается, дети тоже будут использовать русский язык и только с учителем говорить на польском. Мне кажется, это проблема, которую нужно решать, поэтому вот если нас вдруг определят в такой класс, то я пойду к директору и буду решать эту проблему, потому что мне этого не хочется. Я хочу, чтобы ребенок выучил как бы польский язык, потому что русским языком я с ней могу и сама позаниматься. Скажу, что это очень удобно, то, что как бы есть сообщество такое большое, что можно найти любой товар, любого врача на понятном языке, но когда ты находишься в адаптации и ты собираешься связать свою жизнь с Польшей, то это довольно проблематично, и это очень-очень сильно мешает. Не буду скрывать, мне это мешает. Также хочется отметить, что я не хочу никого обидеть, я это говорю исключительно от своего лица. Это лично мое мнение, и мне это действительно мешает в адаптации. Но у всех разные причины нахождения в Польше, я это тоже понимаю. Недавно мы ездили в Гданьск. Мы ездили в консульство России, чтобы обменять паспорта, но все равно мы немного увидели Гданьск, и когда мы поедем забирать паспорта, я надеюсь, что мне уже удастся погулять по городу, посмотреть его. Но на первое впечатление город мне, конечно, понравился, он красивый, как и, в принципе, вся Польша, но Познань для меня намного ближе. Как бы это сейчас не абсурдно звучало, но в Польше возможно найти парикмахера русскоязычного, зубного врача русскоязычного, терапевта русскоязычного, учителя какого-то, допустим, учителя польского языка русскоязычного. Ты можешь найти буквально все, что адаптировано. В некоторых случаях, я соглашусь, это очень удобно и очень помогает, но также в некоторых случаях это дискомфортно, потому что когда ты хочешь адаптироваться, тебе это не помогает, и для практики языка это дискомфортно. Понемногу, маленькими шажками мы идем вперед к своей цели, и думаю, скоро это осуществится. Также я безумно жду сентября, что Яся пойдет в школу, и надеюсь, у нее наконец-то пойдет прогресс. Вопрос, почему видео на русском языке, а не на польском. Сразу же отвечу, что очень и очень много вопросов приходит из России о том, как в Польше, что в Польше. Иногда приходят очень глупые вопросы по поводу, вот нам рассказывали, что в Польше, и какую-нибудь ерунду. И своим каналом я хочу показать, как здесь все устроено, свою жизнь,
рассказать немного о Польше, показать. Да, сейчас видео выходит в таком формате, потому что сейчас я занята ремонтом, если честно, и на лето у меня запланировано довольно много вещей, которые я должна сделать с документами, с той же легализацией, с тем же обучением. И поэтому сейчас у меня не на все хватает времени, но скоро этого будет больше, времени станет больше, и я думаю, мне будет хватать, и я смогу записывать свои обычные влоги, как я там иду куда-то, что я там делаю. Думаю, это будет тоже очень интересно и поучительно. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Всем пока-пока и до widzenia. Subskrybuj na kanał. Do widzenia. Pa, pa. Пока.